Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги, трейдеры. Вторник, 20 декабря. Рад приветствовать всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют. По традиции предлагаю подписаться на все мои информационные источники, YouTube канал, Telegram канал. Ну что ж, смотрим, что нам преподнес рынок за последние сутки для того, чтобы понимать, куда мы можем пойти в моменте. Мы говорим с вами каждый день о сделках исключительно в начале тренда. Давайте разбираться в текущей ситуации. Итак, вчера американская торговая сессия закрылась в основном в красной зоне. Мы видим, что акции технологического сектора, которые входят в индекс S&P 500, потеряли достаточно существенно. Значит, тепловая карта рынка криптовалют в настоящий момент выглядит достаточно оптимистично. Ночью мы совершили разворот, сняв определенный уровень ликвидности. Сейчас мы будем смотреть на графиках, что же у нас случилось. Итак, индекс доллара, главный дирижер этого рынка, пытается восстановить нисходящий тренд. Оптимизм участников поубавился, и мы никак не можем пробить уровень сопротивления на отметке 104-105 пунктов. Фактически, ну и индекс доллара говорит нам пока о том, что не готов он идти дальше. Да, у нас сегодня важные статистические новости. В 16:30 по Америке у нас публикуются данные по жилью. Жилье оказывает достаточно существенное данные, существенное влияние оказывает на весь рынок. Соответственно, в моменте может быть какая-то определенная волатильность. Но в настоящий момент времени мы видим, что индекс доллара пытается восстановить это нисходящее движение. Да, у нас есть уровень поддержки на уровне 103,5 пунктов. Ну, смотрим, как цена будет подходить к этим значениям. Мы видим, что одновременно с индексом доллара в нисходящем направлении идут и основные американские индексы. Это индекс Dow Jones, S&P 500 идет в рамках все той же коррекции, все той же волны Вульфа, которую я рисовал и представил вашему вниманию несколько дней назад. Ближайшая целевая отметка у нас находится на уровне 3737 долларов, 3750 на уровне вот этого вот минимального значения. Мы видим, как в настоящий момент времени S&P 500 теряет за последние сутки порядка 0,6%. Смотрим, наблюдаем, что у нас происходит с доминацией. Доминация стоит на отметке 42%. Никуда она не движется, мы находимся в неком боковом движении. Ну, смотрим за дальнейшей ситуацией, то есть доминация подросла, в биток перелились какие-то активы, какая-то часть средств. Что у нас с доминацией USDT? За последние сутки мы теряем 2%, то есть после динамичного роста мы начинаем коррекцию. 2% эти пошли безусловно в весь рынок. Ну, соответственно, мы понимаем, что и биткоин оказал существенный рост порядка 2%, эфир подтянулся 3%, ну и часть альткоинов также показала положительную динамику, то есть мы видим, что в моменте рынок криптовалют находится в плюсовых значениях, что-то больше, что-то меньше. Итак, что же биткоин? Давайте посмотрим на него более детально. Значит, что же у нас произошло за последние сутки? Ну, во-первых, мы идем в рамках расширенного параллельного канала. Да, мы пришли в очень важную область, в область покупателя. Мы закрыли фактически дисбаланс, который у нас был на этих ценовых значениях, 16 300 долларов. Актив отбился, и сейчас мы подошли к важному уровню, откуда мы, собственно говоря, и начинали динамичное снижение. То есть, если этот уровень удержится, то у нас есть все шансы пойти тестировать сейчас зону продавца. Сейчас будем смотреть, где она находится. Но две зоны важных ценовых значений находятся на отметке 17 500 долларов. Более верхняя отметка это 18 500 долларов. Придем мы туда или нет, будем смотреть. Но я хотел бы обратить ваше внимание то, что на недельном таймфрейме, значит, у нас была достаточно сильная была. Сейчас посмотрим. Сильная продажная свеча. Если мы посмотрим уровень, да, который нас может в принципе ожидать максимальных ценовых значений, то это может быть область где-то около 18 800 19 тысяч долларов. Подойдем мы туда или нет, я не знаю.
Но опять-таки, даже если померить уровнями Фибоначчи вот эту нашу свечу, то абсолютно нормальная коррекция может состояться в область 50%. То есть это 17 440 долларов по бирже Bitstamp. То же самое мы с вами видели и наблюдали на этой свече, когда мы пришли и прокололи область 50% по уровням. Соответственно, можно предположить, что нас может ожидать такое же движение и в рамках этой свечи. То есть, да, у нас на рынке поднакопилось достаточно большое количество шортов. Шорты — это сладкая ликвидность, почему бы представителю крупного капитала не прийти и не забрать ее себе. Так, смотрим в рамках более короткого таймфрейма, куда нас завела коррекция. Итак, посмотрим, что у нас рисует биткоин на таймфрейме 15 минут, замерив все движение по уровням Фибоначчи. Значит, вчера мы получили снижение от области 16 740 долларов, получили первичную точку остановки на отметке 16 520 долларов. Соответственно, мы с вами здесь можем все достаточно хорошо увидеть, что мы получили остановку на уровне 61 уровня по Фибоначчи. Да, у нас был закол, но в целом, видите, цена потом пришла, отстоялась и пошла выше. И дальше интересно следующая, так называемая магия, когда мы от этого уровня пришли к следующему уровню 1.618 по уровню Фибоначчи. То есть цена сделала определенное движение, все в рамках абсолютно выверенного числового значения по уровням Фибоначчи. Итак, что может нас ожидать в текущий момент времени на более коротком таймфрейме? Мы видим, что в биткоин образует некий клин, да, большие хвосты, но тем не менее мы формируем восходящий клин, да, который можно ожидать с определенным коррекционным движением. Значит, цена может, безусловно, спуститься, отрисовав еще определенную формацию и пробив эту верхотуру, мы можем спуститься на некий определенный уровень коррекции, где дальше надо будет смотреть на реакцию покупателя. Если мы замерим по FIBA текущий рост, мы видим, что 23 уровень по FIBA и 38 будут являться определенными цифровыми и числовыми зонами магнитами, куда может спуститься цена. Безусловно, может отрисоваться определенная волна Вульфа, которую я буду, о появлении которой, да, я дам знать в своем канале. Но пока в данный момент времени мне кажется, что определенная коррекционная волна может иметь значение, и мы можем прийти к этим отметкам, где можно присматривать лонги. Ну, соответственно, понимая, что представителям крупного игрока очень важно собирать, ходить по рынку ликвидность, то, безусловно, следующая цифровая отметка, где может быть зона интересующая, да, это значение минус 0,618 или отметка 17 200 долларов. Безусловно, хвостами могут накидать и сюда, ну и где можно ожидать дальнейшего уровня, ну, какой-то проторговки, как развития какого-то дальнейшего тренда и развития каких-то событий. То есть, опять-таки, если мы с вами говорим о поиске точки входа в лонг, то нам необходимо подождать на развитие коррекции. Это можно будет увидеть на более мелких таймфреймах. Я буду эту информацию оповещать в телеграм-канале. Ну, соответственно, где-то я думаю, что можно будет зацепиться за лонговый сетап и проехать до следующего уровня. А пока ситуация в настоящий момент приоритетно рассматривать лонги. Кстати, на дневке мы очень неплохо так пока вырисовываем, да, поглощение предыдущей свечи, красной, в данном случае черной. Надо смотреть, как будет закрываться дневка. До закрытия дневки у нас еще 16 часов, поэтому времени еще предостаточно для того, чтобы удивить этот рынок. Ну, я думаю, что основную ситуацию по биткоину я рассмотрел, по эфиру все буду давать уже дальше в телеграм-канале, чтобы не сильно удлинять
текущий ролик. Поэтому, ребят, всем желаю хорошего дня, всем профита и всем желаю удачи и пока.